Ну, он двух рыбок держит. Какая прелесть. Я сначала не обратил внимания, что это рыбка у него в руках. И ножку поднял, как идти собирается по воде. А почему он на меня похож? На лицо, по лицу. Надо показать вам детскую фотографию. Так и не показал, не сфоткал. Потому что я хотел купить раму красивую, бронзовую, поставить, даже вам показать. И пока так и не купил. Ну, прелесть. Вообще восторг, я восторжен. Крым — это просто нечто. На удивление, сегодня Юсуповский дворец открыт. Идем туда. Начался дождь. Но он такой, минут 10, и тут же заканчивается. И крупными каплями, видите? Просто крупные капли на большом расстоянии друг от друга. Не как у нас в стеной. А дворец этот, он как бы ныне действующая дача правительская. Здесь еще находится, так, какой я сейчас скажу, еще один дворец тут же, только они в разную сторону. Ну, в одном месте налево Юсуповский, а направо Голицынский. О, усиливается дождичок. Так, сейчас переждем и пойдем дальше. Здесь Юсуповский дворец, дворцово-парковый комплекс, гостевой дом. Усиливается еще. Там дяденька цветы поливает. Девочки идут спрятаться. Вах, как освежает. Капли дождя. А, смотрите, там наверху золотой Ленин стоит. Флаг российский и еще чей-то, по-моему. Золотой Ленин. А, это капли в экран падают. Вай, как мочит. Но дяденька, несмотря на дождь, все равно продолжает поливать свои кусты. Сейчас модно на каналах YouTube и не только выкладывать момент, когда идет дождь. Звучание, как падают капельки. Надо красивое видео такое, и качество, и замедленное чуть-чуть, чтобы было красиво. Ну, как бы шум этот весь успокаивает, гармонизирует вас в этой жизни. Поэтому поснимаю дождь. Это там кактус, видите, огромный. Лариса смеется, говорит, жопка ананаса. Жопка ананаса. Там коршун вдалеке. Ага. Здесь пальмочки маленькие. Лестничка даже есть к кактусу. Это алой, получается, такой огромный. Опунция. Родина Америка, Мексика. Семейство кактусовых. Побеги овальной уплощенной формы ветвятся и образуют куст от 2 до 4 метров высотой. Цветки красного цвета. Общее число видов около 200. Красавец, что говорить, да еще на этом фоне. Есть что показать в Крыму. Вот он, дворец Юсупова. Дождик идет, люди ждут 5 минут до входа. Вон уже пригласили. Здесь памятник кому-то, чему-то. Так, я хочу вам показать фонтанчик вот этих львов. Симпатявых, вот эта малышка. Малышоночек, там с крыльями. Очень красивый Лева. И фонтанчик милейший. Роскошный. Бирюзовая вода. Сказка. Навсегда. О, какая картинка, боже, как в раю. Как в раю. Еще дождь этот такой добавляет чего-то такого сказочного восприятия.
Лавочка там со львами, видите? А здесь, кстати, на этих львах есть какое-то писание в книгах. Так, ну что, все зашли уже, пойду и я. Там закрывают. Наверное, просто дверь закрыли. Здесь еще одни львы лавки. Здесь красные львы. Из красного мрамора. Розового. Ух, да что, усилился. Так здесь и ступени такие, и львы такие. Ой, а что у него такой вид, такой жалостливый. Не ходи туда, не ходи. Смотрите, кабинет князя. Посмотрите, какой там стол, подстолье какой. Боже, какие стулья. Светильник, зеркало какое. Кресло. Невероятная роскошь. Ну, стол — это нечто. Так. Санкт-Петербург. Невский проспект 24. 1856-1928 года. На веранде в первом ряду в центре графиня Сумарокова Эльстон с сыном Николаем. Во втором ряду справа граф Сумарков Эльстон. 1886 год. Вау. «912». Что-то слышу, тут выкупила Элизабет Тейлор из этой комнаты. Открывали картинные галереи, музеи и очень много занимались благотворительностью. Так вот, когда Николая Краснова, это будущий автор проекта Ливадийского императорского дворца, и предлагают разработать проекты к летней резиденции. Краснов берется за это предложение и через какое-то время предоставляет Юсупову на рассмотрение проекта смету. Проект был одобрен, и здесь началась стройка. Краснова настолько восхитило органичное сочетание существующего рельефа и здания, построенного Эшлеманом, что он не стал его сносить. Он его оставил. Он готовым объемом пристроил западную, восточную часть и каменную террасу по южному фасаду мы туда выделили. И полностью строительство завершилось в 1910 году. Дворец выглядит в неороманском стиле с элементами итальянского ренессанса. После революционных событий. Дождь все идет, но мы внутри. Здесь какой, смотрите, вид. Листва такая, что люди спокойно стоят, и дождик на них не попадает. Какие пышные лапы красивые, посмотрите. У этого дерева. Как у игрушки мягкой. Там какая-то такая вот, как ее, верандочка, террасочка, как ее назвать? Беседочка. Так, а я вышел на балкон. Здесь, кстати, висят вот картины, как выглядел в то время балкон. Видите, пальмы, мебель из ротанга, переплетено все листвой, очень красиво, роскошно. И, кстати, нет по боковым этим окон, а сейчас они есть. Ух ты! Здесь тоже арка, и там головы дев. Вон они, головы. Детки интересные такие.
разговаривают друг с другом. Тоже розовый мрамор. Вот это, наверное, пули были. Выстрел заляпан. Либо здесь, может быть, была перекладина. Сюда шла. Наверное. С другой стороны вот такой балкончик. Так, ну что-то зависли в этой комнате, уже хочется дальше идти. Экскурсовод говорит, что многое из Юсуповского дворца было переведено в московские музеи, но по дороге, по всей видимости, распродавалось куда-то, и сейчас это появляется на блошиных рынках европейских. Потому что остались же фотографии, на фотографиях есть эти предметы. Они пошли на террасу, но мы там уже были с вами, поэтому я вам поснимаю здесь детали. У меня подобные часики есть. Попроще, конечно, но форма такая же, точно такая же. Две китайских вазы здесь стоят, позолоченные. По обеим сторонам этого комода. Мебель здесь уже современная, но нас приведут туда, где стоит мебель сталинских времен. Ну, вот ваза, кстати, красивая. Вернее, лампа. Здесь, наверное, какие-то воздухоходы, назовем их так. Все ушли, остались вы и я. Ну и Лариса здесь со мной тоже, конечно же. Одна из спален. Карельская береза. Нет, карельская береза в соседней комнате. Ну так сдержанно, все, ничего лишнего, совсем очень прям без роскошества. Иосиф Виссарионович, к вам Гардьера. Впускать? Хорошо. Какой он реалистичный, конечно, сидит. Ну, кстати, он невысокого роста, по-моему. Я думаю, что здесь соблюдены все эти... Ну, и ростовка, и все размеры. Ну, серьезно, конечно. Под его кабинетом стоит мебель вся из карельской березы. Прошло, наверное, минут 20, и дождя как и не было, и все озарено солнцем. Балкончик. Мы в столовой, или как это назвать, зал, где чествовали Рузвельта, Сталина, Черчилля. Чествовали вот как раз за этим столом. Ну, или столы, может быть, и другие были, но в этом зале. Был здесь и наш президент Владимир Путин, и другие деятели. И почти в каждом коридоре вот такая люстра с синим стеклом. Закуточки вам покажу, по которым ходил сам Сталин.
Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой в русском костюме. 1090 год. 900, простите. Включатель, смотрите, какой своеобразный. Ну все, залов немного, мы с вами все прошли. Вот эту люстру покажу вам тоже. Так, и поближе вам львов покажу. Послушайте, специалист, это порода метаморфическая. Он даже с глазами, со зрачками. Я вот поэтому и хотела сказать, что я сомневаюсь в этом. Ух, как после дождя красиво. Розы заиграли. Ну все, не знаю, куда мы сейчас дальше. Куда Лариса покомандует. Ну и в Суповском побывали. Солнце, а дождичек мелкий все идет. Стало свежо вот так. Мне говорит, скажи зрителям, что сам Юсупов устанавливал этих львов. Еще с тех времен они стоят. И вот я вам показал камешки в глазах у них. Это не камешки, это изумруды, но уже выращенные, потому что те настоящие утащили уже в наше время. В лучах солнца. Ну ты же больше тебе никто не мешает. Возвращаемся в Коктебель, зашли на веранду поужинать. Здесь вот выложено вот такими тюками из сена. Заборчик. Заборчик. Здесь они рубят дровишки. Наверное, на что? На шашлычок. И вот она веранда. Гурзуф. Я люблю Гурзуф. Бочки, столы. Ну, самый невероятный вид здесь, конечно, самое главное. Там мы присели. Лариса что-нибудь закажет. Впечатляет, правда? Гора какой формы, какая огромная. Многие из вас написали: я крымчанка, я из Ялты. Очень приятно. Иван, добро пожаловать, написали. Тоже приятно. Там горы, горы, горы. Воздух, как дымок такой свежести. Ох, прохладная водичка.
по периметрам он охлаждение идет. Лариса заказала шашлык. Смотрите, цены из баранины 290 100 грамм. Свинина шея 190 тоже. Самый дорогой получается цыпленок корнишон с финиковой пастой. Люля кебаб из говядины 370. А вот чебуреки по 100 рублей. Из баранины, сыр плюс зелень. Вот этот хочу. Говядина, свинина. Так, по 100 рублей. Вот 110 только говядина, свинина плюс сыр. Янтык с говядиной. А как это? Что это янтык? Я помните про параварду я говорил-то вам. Вот она на столе. Та самая параварда. Я уже ее ем. Вкуснячая. Хотите? Возьму с собой. Вкусно очень. Прям вот та самая настоящая параварда. Чай нам принесли уже, и я у паренька спросил, как это называется. Он говорит, это параварда, это из остатков пыльцы, когда жарит сахар, пыльца остается. И вот и придумали такое блюдо. Я говорю, это блюдо как раз таки блюдо из СССР. А он молодой, он в этом не знает. Вот так, приятного аппетита. Лариса, Сережа. С черноморскими мидиями, сыром и пармезаном, суп-пюре. Чебуреки я не удержался, взял. Сыр, зелень и говядина плюс свинина. Там еще салатики заказали. 360 давалось. Вот это 360, чебуреки 100, 110. Остановился специально, чтобы заснять вам еще один из ракурсов. Вон солнце как светит. Выехали назад из Ялты Коктебель. Посмотрите, какая красота. Все скворчит, ну все вокруг. Ехали сейчас по серпантину, блин, голова кругом. Пипец, честно говоря. Красота, правда? Да, намотались мы за эти 3 дня, где только не были, чего только не видели. Завтра у нас там еще планы. Ух, как низко. А тем временем, кстати говоря, в Москву пришло 2 посылки. Одна от Галины из Германии, которая уже выслала 2 посылки, это 3-я. На 10 килограмм аж. Но у нас появилась новая королева, тоже из Германии, Ольга, которая выслала посылку на 20 килограмм. Представляете? Что ж там нас ждет с вами? Очень интересно. Посылки уже пришли, ждут, когда я вернусь и заберу их. Ну что, поедем дальше. Ой, так там еще и кораблики, ничего себе. Это храм святителя Николая. Туда спуститься можно к нему. Ну, ничего себе. Там якорь какой лежит. Огромный якорь. Да. Удивительное рядом, я бы так сказал. Уже вечереет, видите, пасмурно. Поэтому я немного добавил света. Вот так вот, сбалансировал. Угу. Боже, боже. Как же красиво.
эти кораблики по углам, это вообще прелесть. Вот, Рина, фотографируйся. Ну, все останавливаются, снимают и просто удивляются. Ой, тут большой якорь лежит, вот он. А вот там маленький, вон, на камешке. Вороны поют. Вот он, видите, спуск туда вниз к храму. И еще якоря вот там по углам над этими, над корабликами тоже якоря. Да, впечатляет. И бескрайнее море. Снова остановка. Снова горы. Снова леса. Не могу вам не показать этой красоты всей. Здесь дорога. В низине виноградники. Здесь сухие ветки. И тишина. А воздух какой. Там дымка стоит. Вон они там, поселения внизу. Да нет, нет, просто медленно езжай. Вот сейчас. Я закончу видео. Езжай, Сереж. Да. Медленно. Да, он немножко подгорел. Да, кремом я его помазала в первый день. Плечи, спину как-то терпимо, а второй день не помазали. И уже чувствуется, что немножко обгорел. Ничего, я думаю, это исправим. Завтра у нас очень яркий день, насыщенный. Поэтому завтра будем мазаться по полной программе, себя защищать от солнца. Хотя солнце нам нужно.
Уже свечерело, нам осталось минут 50 ехать до Коктебеля. Уже Лариса переживает, чтобы вы увидели эту красоту. Иди, говорит, Ваня, выходи. Я уж хотел, говорю, темно уже. Она говорит, нет, иди, снимай. Просто камера в темноте, она уже не так ловит. Даже храм там есть, вон он стоит. Даже храм. А я, балдуся, когда-то покупал. Лариса, ты куда? Она на камень полезла. Когда-то покупал такой полупрофессиональный он у меня есть, я им толку не пользовался. Ну вот что бы не взять. Вот сейчас бы качество он снимал бы. А так телефон не берет. То есть этот как его? Фотоаппарат полупрофессиональный у меня. Там и память большая. Спит придорожная трава, спит там, где мчатся к океану по рельсам поезда. И Ване снятся острова и удивительные страны. Зачем не знаю, зачем не знаю, все снятся острова, зачем не знаю. Зачем не знаю, все снятся острова.